So I've entitled my sermon again, Living Soils, and part 2 is the soil science of salvation. Я назвал свою проповедь сегодня «Живая почва», часть 2, учение о спасении почвы. But before we get straight into this week's message, I would like to cover 3 quotes from the Spirit of Prophecy that we did not have time for last week. Но прежде чем мы продолжим сегодняшней темой, я хотел бы привести вам еще 3 цитаты, которые мы в прошлый раз не успели рассмотреть. I believe it was God's providence because they are taken from Christ object lessons and they do a wonderful job of summarizing the points from Scripture that we covered last week. Я верю, что это было специально продумано Богом, чтобы мы не успели эти цитаты увидеть, потому что они очень хорошо суммируют все то, о чем мы говорили в прошлый раз. So we're going to begin in Christ Object Lessons, page 57, paragraph 1. Перед сеятелями семян Слова Божьего стоит возвышенная задача — приготовить сердца к восприятию благой вести. В служении Словом часто бывает слишком много проповедования и очень мало живого обращения от сердца к сердцу. Потерянная же душа нуждается прежде всего в глубоком личном участии. Нам следует подходить к каждому человеку индивидуально, с сочувствием, которое проявлял Христос, стремясь пробудить интерес к великим вопросам вечной жизни. Сердца людей могут оказаться такими же твердыми, как утоптанная дорога, и порою могут показаться тщетными любые попытки обратить их к Спасителю. Однако там, где бессильна логика и доводы разума, любовь Христа, открывающаяся человеку через служение вестников, все-таки может смягчить окаменевшее сердце и укоренить в нем семена истины. So here we see a beautiful summary of how the parable of the sower presents the plan of salvation through an object lesson. Вот здесь мы видим очень красивый вывод о том, как притча о сеятеле говорит о плане спасения. And the work of gardening and working in the soil, God designed to teach us to understand how He seeks to change and redeem us. Работа в саду на почве была специально сдизайнирована Богом для того, чтобы показать нам, как Он собирается изменить нас, воскресить нас. And while the seed represents the word of truth, the fruit of the seed in our lives reveals the love of Christ. И семена представляют собой слово истины, а плоды, которые выращиваются, это любовь Христа. Words alone are not enough. Our actions must be in harmony with those words. Слов недостаточно. Наши действия должны быть в гармонии с этими словами. And we learn this lesson in a garden, which is why God placed Adam and Eve in a garden. И мы узнаем этот урок лучшим способом в саду. Поэтому Бог и поселил Адама и Еву в саду изначально. Here we see a beautiful picture of seed sowing with the hands in the shape of a heart. Здесь мы видим прекрасную картину о том, как сеются семена, и это в образе сердца. As if God Himself is pouring out His heart of love to us. Словно бы сам Бог изливает свою любовь через эти семена в наши сердца. The next quote is taken from Christ Object Lessons 56, paragraph 2. Теперь следующая цитата из наглядных уроков Христа. «Засадам сердца необходим уход. Его почву необходимо взрыхлять глубоким раскаянием во грехе. Следует постоянно вырывать губительные сатанинские сорняки. Почву, заросшую тернием, удается восстановить лишь упорным трудом.
так и порочные склонности нашего природного сердца могут быть преодолены лишь долгими, ревностными усилиями во имя Иисуса и с Его помощью. Господь призывает нас словами своего пророка: «Распашите себе новые нивы и не сейте между тернами». Он хочет сделать для нас эту работу, и Он просит нас сотрудничать с Ним. Here we see the great work of sowing righteousness as God's plan of redemption. Здесь мы видим великую Божью работу по посеву Божьей праведности, вот как план нашего спасения. In the beginning, God sought to just give us the great gift of righteousness, and В all we самом, had to do was receive it. в самом начале Бог просто задумал дать нам эту праведность, а мы просто должны были ее получить. But because of sin, now it requires our cooperation with Him. Но вот теперь из-за греха нам необходимо сотрудничать с Ним. Even though the work of restoration is entirely God's, we nevertheless must cooperate with Him and bring our hearts to Him willingly. Конечно, работа по восстановлению нашему — это все Его дело, но от нас ожидается добровольное сотрудничество с тем, чтобы принести наши сердца Ему. And we must labor together with God for the salvation of others. И мы должны трудиться вместе с Богом ради спасения других. And nature provides for us a model for God's plan of evangelism. И природа дает нам вот эту модель того, как приносить Евангелие другим людям. One more quote from Christ's Object Lessons, page 38, paragraph 1. Еще одна цитата из наглядных уроков Христа. «Слово Божие есть семя. В каждом семени заложены силы прорастания. В нем заключена жизнь будущего растения. Так и в Божьем Слове есть жизнь». Христос говорит: «Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. И слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». В каждом повелении, в каждом обетовании Слова Божия заключена сила, сама жизнь Бога, благодаря которой любая заповедь может быть выполнена и осуществится любое обетование. Принимающий Слово верой обретает и саму жизнь, и характер Бога. Here we see the beautiful truth. If we will just receive His word by faith, we are actually receiving His very life and character. Здесь мы видим прекрасную истину о том, что если мы верою принимаем Слово Божие, мы одновременно принимаем и Его жизнь, и Его праведность. The work of this life, the work of salvation, is about character development. Работа этой жизни, работа спасения, вся о развитии характера. And cooperating with God on His plan of salvation, not just for ourselves, but especially for others, is part of that necessary work of character development. И сотрудничество с Богом вот в этом аспекте нашего спасения, работая над характером и над спасением других людей, это важная часть этого плана. So, as we now turn to understanding the science in the soil, let us keep in mind that it's all about salvation and character development. И вот теперь, когда мы начнем смотреть на научные сведения о почвах, реальных почвах, давайте держать в голове ту мысль, что все эти сведения будут открывать нам план спасения. So let's see now how we can understand about living soils.
Итак, что мы можем понять о живой почве? Here we have a depiction of what true living soil ought to look like and involve. Вот перед вами картинка о том, что такое настоящая живая почва, и что вовлечено, вот вообще, что это такое. Soil is supposed to be alive. It's not just dead dirt. Почва должна быть живая, а не просто как вот мертвая грязь. Healthy soil has many living organisms in it. В живой почве находится очень много всяких живых организмов. Here we see there are many types. There is bacteria, Бактерии, fungi, грибки всякие, nematodes, нематоды, то есть микроскопические червячки, protozoa, простейшие, arthropods, членистоногие, animals that burrow into the ground, всякие маленькие животные, которые роются в этой земле, как землеройки, кроты, земляные мыши. and birds that also do and that dig into the ground. И птицы тоже очень хорошо роются в земле. And there's also organic matter in the soil. Различная органика в почве. And then, of course, there's the plant itself and its roots. И, конечно, сами растения и корни растений тоже роются как бы в земле. This is the material that God has given us to work with. И вот это тот материал, с которым Бог дает нам работать. And it should reveal abundant life. И Он должен раскрыть для нас вот эту наполненную жизнь. We learned last week from the parable of the sower that the soil is a representative of our hearts. И на прошлой неделе мы обнаружили, что в притче о сеятеле каждая почва — это как наши сердца. And just like much of the soil of the earth is depleted and become hardened and dead, И вот как подавляющая часть почвы истощена и стала уже практически мертвой, God wants to transform the soil, just like our hearts, to be living, full of life, fleshy hearts of life. и вот Бог очень хочет, чтобы вернуть вот это вот живую почву в наши сердца. And when we understand this, we learn beautiful spiritual lessons. И когда вот мы это понимаем, мы видим красивый духовный урок. Here is another depiction of the soil food web. Вот еще одна картинка, показывающая пищевую сеть для почвы. And here's yet another depiction of the soil food web. Или вот еще одна картинка, которая схематически показывает вот эту вот пищевую сеть самой почвы. If these depictions look complicated, they are actually tremendously simplified depictions of what's really happening in the soil. И если для вас эти картинки выглядят очень трудными, то имейте в виду, это очень облегченная версия того, что в действительности происходит в почве. In fact, it's so complex that we can't completely understand it with our finite human minds. В действительности то, что происходит в почве, настолько трудно для нашего понимания, что наши умы падшие не смогут это все охватить. Just as we will be learning about God and His character for all eternity, we could spend a lifetime and not learn everything that we need to know about the soil. Точно так же, как мы всю вечность будем проводить в постижении Божьего характера, нам, скорее всего, здесь понадобится целая жизнь, чтобы понять, что, собственно, происходит в почве. But this should not discourage us, for it is God's plan that we might learn and grow and understand. Но это не должно нас, безусловно, обескуражить, потому что
это Божий план, чтобы мы всю жизнь чему-то учились. Here is a depiction of all of the food web that's involved in a compost pile. Вот, предположим, картинка того, что вовлечено, какие организмы вовлечены в переработку компоста. The labels are a little bit blurry in the picture, but we can still see that there are many, many creepy crawlies there. Картинка не очень четко, но мы можем увидеть, что здесь очень-очень много всяких ползущих и всяких штучек маленьких, очень маленьких. There are, in addition to the ones we've already named, there's also things like beetles and millipedes and mites. К тому, что мы уже там называли, здесь мы видим еще есть жуки, клещи, многоножки. Many of us might look at these and feel a little squeamish. Многие из нас могут смотреть на эту картинку и чувствовать себя немножко не в своей тарелке, подташнивать даже, может, будет. But each and every one of these creatures has an important role to play in the soil. Но важно, что вот каждое из этих созданий имеет очень свою важную роль в переработке компоста и создании почвы. God designed each one of them with an important purpose in restoring the waste products in the soil into a useful matter that the plants can use to grow and thrive. Бог намеренно продумал и сдизайнировал каждого из них так, каждое это маленькое создание так, чтобы каждый имел какую-то свою роль в том, как переработать все то, что является для нас отбросами, и переработать для хорошей пищи для растений. And they teach us the beautiful lesson that God can bring good out of evil, life out of death. И это учит нас очень красивому уроку о том, что Бог может соделать что-то хорошее из плохого и может соделать жизнь из смерти. When we see these creatures in our soil, it's a good thing. We should rejoice that we have healthy living soil. И когда мы видим вот этих вот маленьких жучков и паучков и все прочее в нашей почве, мы должны возрадоваться, потому что эта почва живая. Here is a depiction of all of the creatures that ought to be in 1 cubic meter of soil. Вот картинка, говорящая о том, что какие жители, скажем так, должны быть на 1 кубическом метре почвы. There ought to be at least 1 vertebrate in every square meter of soil. На каждом квадратном метре почвы должно приходиться хотя бы одно достаточно большое животное. Вот наверху картинки мы видим, птичка сидит. There should be 100 snails and slugs. На этом же квадратном метре должно быть 100 улиток и слизней. There ought to be 3,000 earthworms. И должно быть 3000 земляных червей. There should be 100,000 mites. 100 000 клещей. There should be 5 million nematodes. 5 миллионов нематодов. Это такие маленькие-маленькие червячки, практически незаметные глазу. There ought to be 10 billion protozoa. И 10 миллиардов простейших. And there actually should be 10 trillion bacteria. И 10 триллионов бактерий всяких разных. So we can see that the organisms decrease in size. As they decrease in size, they increase in number. И вот как мы видим, да, когда вот эти создания уменьшаются по размерам, они увеличиваются по количеству. And all of this incredible rich life is just in 1 square meter of soil.
И вот эта вот невероятно богатая жизнь находится просто в одном кубическом метре. That is, if it's healthy living soil. И это, правда, это если это настоящая живая почва. So, why is it important that we have living soil? Почему это так важно, чтобы почва у нас была живая? Why is simply just dirt not enough? Почему недостаточно просто обычной грязи? The organisms do a special work in the soil that's very important. Вот эти организмы совершают очень важную работу в почве. They help build the soil structure. Они строят структуру почвы, They help suppress disease. они подавляют болезни, And very important, they make the nutrients bioavailable. и они, что самое важное, делают доступными питательные вещества. Most of the nutrients in the soil are inorganic. Подавляющее большинство питательных веществ в почве неорганического происхождения. The plants can't use them. То есть растения их не могут использовать. It's only through the work of the microbes and the creepy crawly bugs that transform the nutrients into another form that the plants can use. И только благодаря работе вот этих вот маленьких ползающих и неприятно выглядящих созданий все это перерабатывается в возможность потом для растений быть использованным. And in turn, the plants feed the bugs. А в обратную сторону, если смотреть, получается, что растения кормят вот этих жучков. Each gives to receive. Каждый из них, то есть жучки дают, чтобы получить, и растения получают, чтобы дать. Nothing in the soil food web, just like nature, lives unto itself. Вот в этой пищевой сети внутри почвы ничто не живет само для себя. But there is a great principle of symbiotic cooperation. И это вот великий принцип симбиотического сотрудничества. То есть они все живут все вместе и приносят пользу друг другу. As plants die and decompose, they provide food for the microbes and the bugs. Растения умирают и уходят в компост, и это становится пищей для жучков. And even the living plants feed them И даже живые растения тоже кормят их through root exudates. через то, что у них есть специальные корневые выделения прямо из корней там внутри. These are compounds that are given off by the roots into the soil. Вот эти специальные, вот это специальное, что прямо из корней просачивается в почву. These are special types of simple sugars and carbohydrates that are food for the microbes. И это особые виды сахаров и еще каких-то элементов, которые подкармливают этих жучков. So the plants rely on the bugs, and the bugs rely on the plants. Таким образом, растения зависят от жучков, а жучки от растений. And together there is a beautiful circle of life. И все вместе это красивый цикл жизни. And even the protozoa, the nematodes, the earthworms, and the microanthropods eat the bacteria and the fungi to release the nutrients in bioavailable form. И вот эти вот простейшие амебы, нематоды, они едят бактерии и грибки, съедают они, чтобы потом выделить, освободить из себя питательные вещества для растений.
Another really interesting principle can be seen depicted in this chart. Еще один очень интересный принцип может быть увиден, если мы посмотрим на эту схему. Don't worry if you think it looks too complicated to understand. Не волнуйтесь, если это выглядит слишком трудно, чтобы понять. There's only one simple principle that we want to understand from this depiction. Нам нужно понять только один очень простой принцип из этой схемы. It reveals that there's two main layers in the soil. Здесь открыта истина о том, что в почве есть два главных уровня. On the top in green reveals microbes that function on aerobic conditions, excuse me. Верхняя часть почвы показывает нам, вот как показывает нам эта схема, содержит в себе условия для аэробных возможностей, то есть подпитывается воздухом. And then in the middle here, there's a line or a barrier below which the microbes function under anaerobic conditions. Но вот под этой линией, которая посередине, находится почва, которая существует в условиях анаэробных, то есть там нет воздуха. The aerobic conditions speak of microbes that use oxygen in their metabolism. Верхняя часть почвы, аэробичная, в ней живут микробы и бактерии, которые используют воздух для своего существования. But the oxygen can only penetrate so deep into the soil. Но кислород может проникать только до определенного уровня в почву. So once you get to a certain depth in the soil, the microbes have to have a different form of metabolism in order to survive without oxygen. Поэтому, когда все больше углубляемся в почву и проходим определенный уровень, там микробы должны иметь какой-то другой метаболизм, чтобы выживать в тех условиях, где нет воздуха. Here's another depiction that talks about another aspect of this same principle. Это вот другая картинка, которая говорит о том же самом аспекте и том же самом принципе. Again, if it seems complicated, we're not going to try to understand everything that's happening in the chart. Если вам кажется она сложной, то не бойтесь, потому что мы не собираемся понять все, что здесь нарисовано. But again, we just want to see one basic principle that it reveals. Но мы хотим увидеть один главный базисный принцип, который здесь показан. On the top, it depicts, again, a transition from aerobic respiration to methanogenesis or anaerobic respiration. То есть вот здесь наверху нам опять показана аэробичная почва и анаэробичная почва. Yes. Methanogenesis means that the microbes use methane to breathe instead of oxygen. И те микробы, которые не могут достать для себя воздух, они используют метан. And then on the bottom of the chart, it reveals the electric potential in the soil. А вот на второй схеме мы видим, нам показано, какие электромагнитные резервы у почвы есть и как они используются. But we see halfway through, there's a drop in the electric potential. It changes. И видите, да, что вот первая половина очень хорошая, там много электромагнитных резервов, но потом раз и спад идет, их становится меньше. So this is revealing a very important principle that we need to understand about living soil. Итак, какой же очень важный принцип о живой почве здесь нам открывается? The aerobic microbes closer to the surface have a slightly positive electromagnetic charge. Аэробичные микробы, которые находятся ближе к поверхности, у них больше электромагнитных резервов. And the
anaerobic microbes that are deeper in the soil have a slightly negative electric charge. А у анаэробных микробов, которые там глубже в почве находятся, у них поменьше уже этих возможностей электрических. And these conditions exist naturally in living soil. И это натуральное, такое природное состояние живой почвы. So there is a weak electromagnetic potential between them. И между ними есть сброс электромагнитных резервов между вот этими двумя слоями почвы. And this produces a very low level of electricity in the soil. И это производит очень низкий уровень электричества в самой почве. And this electricity stimulates the life in the soil to grow. И вот это вот электричество стимулирует жизнь растений в почве. Let's consider a couple more quotes from the Spirit of Prophecy. Давайте сейчас подумаем о нескольких цитат из Духа пророчества. Here we have a quote from Testimonies for the Church, Volume 2, page 347, paragraph 2. Чувствительные нервные клетки мозга, тесно связанные со всем организмом, это единственная среда, посредством которой небо может общаться с человеком и влиять на его внутреннюю жизнь. Все, что нарушает циркуляцию электрических токов в нервной системе, уменьшает жизненную силу организма, в результате чего мозговая ткань мертвеет и восприятие притупляется. Here we see the beautiful principle that God can only communicate to us through our brains. Здесь мы видим красивый принцип о том, что Бог может общаться с нами только через наши мозги. And our brains can only work properly if there's a functioning circulation of electric currents. И мозг наш может работать правильно только в том случае, если там правильная циркуляция электрических токов в нервной системе. There's actually electricity powering our thoughts. И удивительно, что как бы электричество дает силу нашим мыслям. And when this electricity is not functioning properly, our brains are not functioning properly. И когда вот это электричество не работает правильно, то наш мозг не может работать правильно. And this inhibits God's ability to communicate with us. И, соответственно, это уменьшает Божью возможность для Бога коммуникатировать с нами. Because the soil is a symbol of the heart or the mind, it follows the same principle. И потому как почва — это символ сердец наших или умов наших, то она следует тому же самому принципу. Therefore, there needs to be properly functioning electric currents in the soil for it to be healthy and working right. Поэтому в почве должны быть вот эти вот электрические токи, которые правильно функционируют, чтобы она могла быть здоровой и правильной почвой. And creating healthy living soils with all of these microbes and creepy crawlies is a prerequisite to having these proper electric currents. И чтобы добиться этих правильных электрических токов внутри почвы, необходимы все вот эти жучки, паучки, червячки, которые и делают свою работу в почве. If there are not living things in the dirt, then the flow of electricity gets prevented. И если в грязи нет этих живых существ, то ток электричества просто останавливается. And the plants cannot thrive. И растения не могут расти. Here is another quote from Review and Herald, July 19th, 1898, paragraph 15.
Вот еще одна цитата из Review in Herald. Эти знамения будут сопровождать тех, кто верит в Иисуса, как воскресшего Спасителя, который вышел из гробницы Иосифа, провозгласив: «Я есть воскресение и жизнь». Но если работники пренебрегают возможностью быть присоединенными к Богу, электрический ток, возрождающий и жизнетворящий духовной энергии, не может мощно наполнить мощными потоками устремляться к людям. Когда Христос был здесь на земле, делая все, чтобы вернуть себе души, восстановить образ Божий в людях через предостережение, уговоры, призывы и личный пример послушания воле Отца, Он не смог совершить много великих чудес в тех местах, где люди не верили. Вот почему сегодня мы не видим мощного влияния Духа Святого на умы людей и силу, являемую в исцелении больных. Неверие – вот тот барьер, который стоит между нами и Богом. Okay, so here we see some more beautiful principles about these electric currents and their spiritual meaning. И вот мы снова видим один из прекрасных принципов относительно энергии электрического потока, Where the electricity is a symbol of our divine connection with God. где электричество — это как символ нашей связи, божественной связи с Богом. If we have a divine connection with God, when we work in our gardens and soils, we will be creating rich electric currents in the soil. Если у нас есть связь с Богом, то мы будем работать на нашей почве, создавая вот эти вот электрические потоки в почве. We also see that what is inhibiting that connection with God is unbelief. И мы также видим, что, собственно, пресекает эту возможность такую возможность отношений с Богом. Это наше неверие. That same unbelief has come into the church and has affected our understanding of the health message. Вот именно вот это неверие, такое же неверие пришло в нашей церкви и перекрыло нам возможность понимания вести о здоровье. We see how she connects here the moving of the Spirit on human minds and healing of the sick. Видите, как она здесь соединяет движение Духа Святого на умы, в умах людей и исцеление больных. That principle that we talked about last week, where we cannot separate the health message from the gospel. Это вот тот же принцип, о котором мы говорили в прошлый раз, о том, что невозможно разъединить безопасно весть о здоровье и Евангелие. We need the gospel of health. Нам нужно Евангелие здоровья. We also saw that the word for save is the same word for heal. И мы также видели, что слово, которое переводится у нас как спасение, это то же самое слово, которое можно перевести как исцеление. It's not just that they go together, they are the same thing. Это не то, что они вместе как-то рядом стоят, это одно и то же. In trying to separate the two, we have destroyed both. И пытаясь разъединить эти два понятия, мы, по сути, сломали их оба. And it is God's plan to bring them back together as he did in the beginning. И вот план Бога сейчас в том, чтобы вернуть их обратно, соединить в одно целое, как это было изначально. And again, we see the purpose is the restoration back into the image of God. И мы видим, что целью этого является восстановление человека по образу Божию. That was the meaning of the word to save in Greek,
sozo, it is complete restoration. Поэтому слово, используемое в греческом «созо», означает как раз вот это полное восстановление. And we see here having properly functioning electric currents both in our minds and in the soil are critical to God accomplishing this work in us. И мы видим, что вот эти правильно работающие электрические потоки в наших умах и в почве дадут нам возможность восстановления. Okay, now we're going to turn to another aspect of this message. Теперь мы с вами развернемся к другому аспекту этой же вести, The so-called Ellen White method. к так называемому методу Елены Уайт. Do you realize that God gave a vision to Sister White about how to properly plant fruit trees and to garden and grow food? Знаете ли вы о том, что Бог дал Елене Уайт видение о том, как по-настоящему правильно растить растения, садить сады и производить пищу? As I have shared this message here in America, I have found that very few Adventists today realize that God has given us this information. А когда я делился этим посланием здесь, прямо в Америке, я увидел, что очень немногие знают, что Бог дал нам через Елену Уайт свет в этом отношении. That we have neglected this great wisdom and counsel is a tragedy. И то, что мы пренебрегли этим советом Бога, это великая трагедия для нас. It has crippled the presentation of the health message. И то, что мы потеряли эту весть, это сделало нашу церковь инвалидом. And it is also inhibiting the presentation of the plan of salvation. И перекрыло правильное представление плана спасения. This picture that you see is taken from a church, an Adventist church in California. Фотография, которую вы видите, была сделана около Адвентистской церкви в Калифорнии. The man standing here, his name is Lynn Hogue. Человек, который здесь стоит, это Лин Хоук. He met Ellen White's grandson, Herbert Clarence White. Он знает внука Елены Уайт, Герберта. And her grandson had seen her apply the wisdom from the vision that she got. А вот этот как раз внук, он видел собственными глазами то, как Елена Уайт применяла методы, данные ей в видении. And her grandson personally taught this man how to do it. И он лично научил вот этого человека, как это делается. And thereby God has sought to retain this knowledge that has otherwise been lost. И вот именно так было передано знание о том, как все это делается правильно, а иначе это знание утерялось бы. And we can see a dramatic example in this picture of why it's so important. И на этой фотографии мы видим потрясающий результат, который говорит нам, насколько это знание важно для нас. The two trees that he's standing between on his right and his left were planted on the same day. Вот два дерева, которые одновременно были посажены в один день. They are both American redwood trees from the same plant stock. Это американская секвойя, которая из одного посева. There's nothing different about the trees.
Между ними нет ничего, не было ничего, различий никаких. The only difference is how they were planted and the condition of the soil in which they're growing. И разница только в том, каким способом они были посажены и какая почва под ними. And even though they're very close together, the soil underneath them is very different. И хотя они близко друг к другу посажены, почва под ними разная. The small tree on the right was planted the way the U.S. Forest Service says is the best way that modern science knows how to plant a tree. Вот это растение маленькое на правой стороне, это то, как Соединенные Штаты, специальная служба по посадке лесов учат, что это самый лучший способ садить растения. But the big tree on the left was planted the way that God gave Ellen White the vision about how to plant the tree. А растение слева выращено и растет по принципам того видения, которое было дано Елене Уайт. The one planted the Ellen White method is more than 3 times taller than the other tree. И вот это растение, оно больше, чем, оно как 3 раза выше, чем то, которое на правой стороне. But if you were to go up close and look at the tree trunk that we can't see very clearly in the picture, Но если вы подойдете поближе и посмотрите на ствол этого дерева, то, что невозможно видеть на картинке, конечно, the mass and girth or width of the tree trunk is 20 times bigger. вы обнаружите, что ширина и обхват и высота в 20 раз больше, чем у обычного дерева. These trees are only about 4 years old in the picture. И эти деревья приблизительно 4 года им обоим. And the one on the left is more than 3 meters tall. Значит, а левая получается больше, чем 3 метра в высоту уже. Well, the one on the right is a little over a meter tall. А то, что на правой стороне, чуть повыше 1 метра. So we can see there's a dramatic difference in impact and growth from following God's counsel. И мы, соответственно, наглядно видим, что здесь просто драматическая разница между этими двумя растениями и тем, как следовать совету Бога, данному через видение. A difference that can be clearly seen. Это видно невооруженным взглядом. And what is happening here is that there is a dramatic increase in the amount of electricity that is being produced in the way that God showed to do it. И что самое главное, какая самая главная разница? Разница в том количестве электроэнергии, которая спродуцирована под большим деревом. And this increase in electricity is dramatically stimulating the growth of the plant. И это самым невероятным образом стимулирует рост этого дерева. So we'll discuss about how that's happening. И мы с вами поговорим о том, как это происходит. One thing I should note is this would be much better if it was named God's method. Конечно, хотел бы сказать, это было бы намного лучше, если бы они назвали это Божий метод. Ellen White did not figure out how to do this. Елена Уайт не придумала сама и не поняла сама, как это делать. God showed it to her. Бог просто ей показал это. And it was a gift to his end-time people. И это был его подарок для людей последнего времени. A gift that we have not valued, but have largely discarded. Подарок, который мы не оценили, но практически выбросили. So let's see if we can learn about it from the testimonies. Давайте посмотрим, сможем ли мы узнать об этом больше через свидетельство Духа пророчества.